Hi guys, it's me, Eva Elfi, and I'm very happy to see you here. It's my live show on StripChat. И вот так вот я проработала месяц вебкам-моделью на StripChat. И сейчас я вам расскажу, как же это было. Это был мой первый настолько серьезный опыт работы вебкам-моделью. Я проработала целый месяц, я выходила 2 раза в неделю на стрим по часу. И это было, конечно, очень интересно. Но если честно, у меня уже был маленький опыт в виде стримерши на Твиче. Я была на стриме у Вавилона, и этот ролик ты можешь посмотреть здесь. Но у нас хорошие навыки. Нет, и у меня и комара. Когда сосет комар, он не набирает столько просмотров. Расскажу вам сначала про подготовку, как я готовилась к стриму. Немного было сложно, потому что я делала стримы вечером, чтобы американская аудитория могла подключиться и посмотреть тоже стрим. И нужно было набрать много света, чтобы было много источников света всякого разного. Я выбрала неоновые вывески, я выбрала цветной свет и обычный такой прямой белый свет. Вот. Нужна была еще обязательно ноутбук и камера. Я выбрала все-таки камеру, потому что качество было бы лучше, чем если бы я стримила с ноутбука. Что еще? Ну, конечно же, звук. Обязательно я выбрала хороший микрофон, чтобы меня было прекрасно слышно, все мои стоны и вздохи. Самая моя главная ошибка была в том, что начинала готовиться к стриму за 15 минут, и это действительно не очень профессионально. Я поняла это только потом, через несколько стримов, что за 15 минут такой думаешь, время еще миллион, можно отдохнуть, а на самом деле нужно все это подключить, настроить свет, включить OBS, проверить, чтобы звук работал, чтобы все игрушки были подключены. И это, да, совет начинающим, готовьтесь заранее. За этот месяц я поняла главное отличие работы актрисы от вебкам-модели в том, что ты все-таки, когда работаешь на вебкаме, ты больше общаешься с аудиторией, тебе приходится отвечать на их вопросы, называть их имя. И я создала такое интересное взаимодействие с аудиторией. Первое, что я сделала, я создала тип меню. Там было, например, назвать твое имя, послать воздушный поцелуй, было показать трусики или ты выбираешь позу. Также еще было колесо фортуны, то есть ты не знаешь, что тебе попадется, это был тоже интересный такой интерактив. Но так как у меня аудитория больше американская, англоязычная, я проводила стрим на английском языке. Также было очень приятно встретить русскоязычную аудиторию у меня на стриме. Мне было приятно отвечать на некоторые вопросы на русском языке, но все-таки англоговорящих людей было большинство, и удивительно, что много было из Японии подписчиков, были из Мексики, из Бразилии, из Франции, ну и, конечно же, с Америки, вот. Еще один способ взаимодействия с аудиторией – это, конечно же, игрушки. У меня было несколько вариантов игрушек от Lovens, они подключались в браузере, и когда люди мне типают, она начинает вибрировать. И многим подписчикам, конечно, это нравилось, они типали очень много, и она постоянно работала, и это такое невероятное ощущение, когда ты не можешь контролировать свой оргазм, им управляет кто-то другой. И это интересное чувство, и людям это действительно нравилось, и они типали, пока, до того момента, пока я не получу удовольствия, скажем так. Еще одно отличие от классических съемок – это, конечно же, в количестве людей. Когда ты снимаешься в фильмах для взрослых, там присутствует съемочная команда, 2-4 человека плюс актеры, а тут на тебя смотрят тысячи людей. Но как такового ощущения, что на тебя смотрит сейчас 10 тысяч человек, я не прочувствовала. Мне наоборот казалось, что я как будто немного одна и просто веду контакт, так скажем, с воображаемым одним человеком. Нет ощущения, что их очень много. Но в чате прикольно переписываться и отвечать на их вопросы, потому что людям еще нравилось, знаете, писать конкретные фразы, чтобы я их назвала, и вот это, мне кажется, есть такая особенность, что ты можешь немного поуправлять человеком и говорить, делать то, что тебе нравится, в отличие от фильмов для взрослых. Также плюсом было то, что у них очень удобный интерфейс, как для модели, так и для пользователя. У меня стрим запускался всего с 2 кликов, и было большим плюсом, что можно стримить с телефона, то есть сайт полностью адаптирован, и в этом нет никакой проблемы.
Это классная возможность стримить с телефона, потому что я постоянно переезжаю с одного места на другое, и для меня это очень удобно, когда я могу выйти на связь со своего телефона. Также Snapchat еще сделал классное приложение Plasma, где я могу общаться с своими подписчиками с телефона, то есть я выхожу с ними на связь, где бы я ни была, и переписываюсь с ними в этом приложении. Еще, кстати, круто, что в этом приложении подписчики платят тебе за то, чтобы отправить тебе сообщение. За этот месяц я еще успела организовать фан-клуб на Snapchat. Это тоже интересная функция, которую они создали, потому что пользователи подписываются на тебя за конкретную сумму, которую ты выставляешь, и получают доступ ко всем твоим фото и видео, которые ты сама же загружаешь. Тем более, так я была уверена, что я получу конкретную сумму за определенный месяц за счет своей подписки. Snapchat также постоянно улучшает свои технологии, и я была приятно удивлена, когда увидела, что есть такая возможность, когда ты можешь отсылать массовые сообщения по всем подписчикам. То есть, например, создала новое видео и хочу разослать всем своим подписчикам, ставлю цену за это. И также есть классная функция на сайте, когда я могу записать аудио и отправить всем своим подписчикам. Например, они хотят услышать что-то очень личное или мой голос, и я это могу легко сделать и отправить им всего за пару кликов. Хочу еще немного остановиться на шоу. Для себя я выбрала такой формат, когда я выхожу на стрим, сначала бесплатно, я общаюсь со всеми подписчиками, делаю тизинг, использую игрушки. А последняя часть шоу, например, 20-30 минут, я устраиваю тикет-шоу. Что это такое? Я выставляю цену за свое шоу, например, $2. И человек, если хочет остаться со мной, то должен купить этот билет, и мы переходим в отдельную комнату. Там, например, человек 100, 200 у меня было, которые купили этот билет, и они продолжают смотреть шоу со мной. Вот такая вот еще бывает история. Также хочу рассказать про выплаты. У Snapchat очень классная система выплат каждую неделю. И, по-моему, это очень удобно, потому что когда ты выходишь в стрим и продаешь свой контент, ты каждую неделю будешь получать за это деньги. И это очень удобно. Ты, кстати, можешь сам выбрать, какой способ для тебя более удобный для вывода денег. Мне было приятно, что на моем стриме люди относились все доброжелательно, писали мне комментарии, были добрыми, общительными. Наверное, только за один стрим у меня был один хейт, и то его было немножко. Мы решили быстренько вопрос, и все, и дальше все пошло как по маслу. За этот месяц я отлично провела время, мне прям хотелось выходить на стрим, общаться с аудиторией, меня поднимало это настроение, я после стрима была такой воодушевленной, возбужденной, потому что все равно приятно, когда ты узнаешь свою аудиторию, общаешься с ней, отвечаешь на вопросы, вы можете узнать друг друга получше. Я не делала приватные стримы, когда вы на один, я все-таки больше работала с аудиторией и узнала ее получше, какая же она, моя аудитория, мои фанаты. По итогам я успела попрактиковать свой английский язык, поливалась маслом, пока на меня смотрели тысячи людей. Я отдала управление своими игрушками фанатам, и они доставляли мне невероятное удовольствие, я получила множество оргазмов. Спасибо вам, фанаты. Также я наряжалась в разные образы и попробовала себя в хэллоуинском костюме ведьмочки, надевала всякие разные носочки, чулочки, это было необычно, интересно и сексуально. Также я поняла, насколько у меня классная аудитория. Мои фанаты, они все такие доброжелательные, романтичные, любят писать хорошие мне сообщения, подбадривают меня, и, конечно же, им нравится, как я выгляжу, и я поняла, насколько много у меня фанатов с разных стран. А еще я думаю провести стрим на своем YouTube-канале. Что думаете об этом? Пишите в комментариях, если хотите увидеть. Еще я заметила, что все-таки большая часть людей приходит туда за общением, им очень нравилось задавать мне личные вопросы, например, как я провела день, или какой мой любимый фильм, какую еду я люблю есть, какой мой любимый цвет. Я отвечала на эти вопросы, это было интересно. Но с другой стороны, была определенная часть аудитории, которая хотела видеть какую-то хардкор, какую-то немного жесть, в плане, чтобы я в себя пихала какие-то большие игрушки или еще что-то, либо делала то, что я не делаю. И я думаю, что для этого как раз и созданы такие площадки, где люди приходят и за общением, и увидеть что-то необычное. И
И при этом я, конечно же, с уважением отношусь к моделям, которые работают на таких площадках, потому что теперь я поняла, насколько это сложно общаться с аудиторией, удерживать внимание, быть интересным, постоянно выходить в стримы, чтобы поддерживать активность на странице. Это действительно сложная работа. И я хочу сказать спасибо всем, кто присоединялся к моим стримам, смотрел, поддерживал меня. Мне было очень приятно. И на этом, я думаю, все. Это такие мои впечатления. Я постараюсь сделать стримы чаще на своем YouTube-канале, у себя на OnlyFans. Если вам это интересно, то, конечно же, я это сделаю. Пишите об этом в комментарии. А с вами была я, Ева Эльфи. Ставьте лайк на это видео. Если ты еще не подписан на мой канал, то скорее подписывайся и пиши интересные комментарии. Пока-пока.